Amazfit Verge 2 или Nexa или Smartwatch 2, как в программе Amazfit, как много названий у одного устройства и также много функций. Спортивные часы для гиков с очень нежной душевной организацией. А к чему я это? Tube278, всем привет, вы на канале Польза.нет, где только быстрые, краткие и емкие обзоры. Но на умные часы Amazfit Nexa, а именно так они называются в браузере на китайской версии магазина Amazfit, супер быстрого обзора не сделаешь, иначе придется что-либо пропустить. А мы этого не хотим. И да, моя китайская версия часов уже на английском языке. И еще мои краш-тесты довольно быстро увенчались успехом. Я практически сразу разбил у часов стекло Gorilla Glass 3, как вы можете потом в ролике увидеть. Но даже с трещиной на экране утопить у меня их не получилось. А теперь лирики нет. 10 основных фактов об умных часах Amazfit Nexa. Первая упаковка. Когда их распаковывал, я сразу вспомнил карабульку от Amazfit Stratos. Стильная, черная, дорогая и загадочная. Прямо навеяли воспоминания о первом опыте покупки дорогого устройства от Amazfit. Ее не только дарить можно без дополнительного обертывания, но и на полку на видное место можно поставить, чтобы вспоминать о владении данным девайсом почаще. Второе. Комплект скуден, но при этом обычен. Часы, один силиконовый ремешок, я бы назвал его слишком простым для такой модели. Магнитный кабель зарядки длиной 83 см, что, кстати, длиннее кабеля от умных часов Amazfit Stratos на целых 22 см. И документация. Третье. Два разных вида исполнения. Помимо наличия китайской и глобальной версии, на момент издания обзора глобальная версия не была в продаже. А обзор, как вы можете заметить, делал я на версию для Китая, но переведенную на английский язык. Русский в теории присутствует, но на данный момент он на часы не встает. В глобальной версии будет однозначно. Существует два основных вида часов с функцией снятия ЭКГ и без. Моя версия без функции снятия ЭКГ. В часах с функцией снятия ЭКГ есть дополнительная функциональная кнопка и дополнительная сенсорная платформа, которая располагается рядом с датчиком пульса. Учитывая, как долго производитель откладывает выпуск часов с функцией ЭКГ, скорее всего, снятие измерений будет приближено к реальному, а не как в обычных китайских шаманских часах за $20. Но ложных иллюзий питать не стоит, при любом раскладе медицинским прибором это назвать будет нельзя, и значит точность будет крайне приблизительна. Стандартный цвет для версии с ЭКГ и без — это черный. Кстати, кто не подписан, подписываемся на канал. Раз в 2 недели среди подписчиков розыгрыш Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition рандомно, а сейчас еще в розыгрыше умные часы Amazfit Bip. Полные условия в описании к видео. Четвертый. Экран. Дисплей размером 1,39 дюйма. AMOLED. Разрешение 454 на 454 точки с плотностью 326 точек на дюйм. Экран читабелен и на ярком солнце тоже. Яркость можно регулировать. Экран не утоплен. После моих тестов при падении на землю экран даже не поцарапался, но в отличие от часов Amazfit GTR, экран не утоплен, и поэтому при малейшем падении на твердую поверхность, в моем случае это было всего около 15 см над камнем, экран сразу треснул. После этого часы, правда, не лишились функциональности, не стали тормозить и даже в воде не утонули. Но факт печальный, что всего один небольшой неаккуратный удар, и ваш экран может настигнуть та же участь. Никакая Gorilla Glass третьего поколения здесь не поможет, что довольно печально, но факт. Олеофобное покрытие дисплея работает довольно спорно. По моему мнению, оно помогает только быстро и просто протирать часы, но от пятен не помогает никак. Экран очень маркий. Пятое. Активация. Часы, как вы понимаете, работают с телефоном через Bluetooth, а также могут быть использованы для доступа в интернет через Wi-Fi роутер. Либо при использовании eSIM, но в СНГ eSIM работать в ближайшее время не будет точно. Когда вам звонят, если часы подключены к телефону, ответить на звонок нельзя. Можно его отклонить, либо отключить звук. При том, что когда вам звонят, часы будут не только вибрировать, но у них будет играть музыка, которую вы выберете, сигнализируя вам о том, что вам звонят. Если человек записан, часы покажут имя. Если нет, только номер. Вибро на часах средней силы, но при этом довольно качественный и громкий динамик. По сравнению с пищалкой на первых Verge'ах, с этих даже можно слушать музыку и без наушников. Скачиваете программу Amazfit, подключаете часы к этой программе, выбираете там Smartwatch 2, проверяете обновление, подключаете часы к роутеру по Wi-Fi, они у вас обновляются, и, как я потом сделал, китайскую версию можно перепрошить прямо с часов через меню разработчика на английскую. Там буквально 4-5 действий. Достаточно потом просто добавить язык и перезагрузить устройство. Иероглифы остались только в некоторых watchface'ах, а вот меню стало полностью читабельным на английском языке. Шестое. Защита от воды IP68. Грибки часы не считают. Функции отслеживания плавания нет, что говорит в принципе о многом. Довольно забавно, что я проверял защиту от воды уже после того, как я проверил часы на прочность, и они у меня треснули. Но факт остается фактом. Кратковременное погружение в воду на них никак не действует. Долговременное, как вы понимаете, противопоказано. И это логично, ведь в часах есть динамик,
и микрофон. Сразу оговорюсь, что я уверен, что и динамиком, и микрофоном даже нам с вами будет возможность пользоваться. Микрофон можно будет использовать для диктофона, как только допилят программу для установки приложений, как было с Verge 1. На канале есть пример, как они устанавливались. Ну а в перспективе я очень надеюсь, что можно будет установить на них WhatsApp, Viber или Skype. Как говорится, главное верить. Но вот рассчитывать на то, что вам можно будет скачать какие-нибудь серьезные игры, не приходится, несмотря даже на 4-ядерный процессор Snapdragon V2500 на 1,1 ГГц. Свободной памяти у устройства всего 1 ГБ, и оперативки в них 512 МБ форм-фактора LPD DDR3. Седьмое. Материалы. Корпус из ударопрочной керамики, которую, как говорится в рекламе, обрабатывали целых 35 дней. С вставками из поликарбоната и нержавеющей стали. Ремешки для стандартных версий из силикона, для версии с ЭКГ силикон плюс кожа. На вид ремешок довольно простой. Быстросъемный механизм в наличии, несмотря на то, что сам ремешок стандартный на 22 мм, крепление к часам идет на 18 мм, что существенно снижает возможность выбора ремешков и является довольно печальным фактом конкретно для меня. Восьмое. Датчики. Все стандартно. Датчик сердечного ритма, который считает ваш пульс перманентно, акселерометр, датчик освещенности и электронный компас. Датчик ЭКГ для моделей Nexus EKG и, конечно, GPS. GPS работает не просто быстро и бодро, но в отличие от модели Amazfit GTR, на которую я вчера выгрузил свой обзор, здесь датчик не врет. На дистанции в 5 километров, которую я специально при тестах прохожу, часы показали ровно 5000 метров, при том, что Amazfit GTR показали 5300 метров. Спутники GPS плюс GLONASS ловят так же быстро, как и умные часы Amazfit GTR. Есть поддержка сотовых сетей WCDMA, GSM и LTE, которые нам, к сожалению, никак не помогут. Девятое. Из интересных модулей это NFC, который использовать для бесконтактной оплаты можно только на территории Китая. Но вот ключи от замков, я уверен, что в скором времени можно будет на них подключать. Операционная система на часах Amazfit OS поддерживает работу часов на устройствах iOS от версии 10.0 и выше и Android устройствах версии от 4.4 и выше. Аккумулятор в часах на 420 махов литий-полимерный. Если часами пользоваться постоянно, их хватает максимум на 2,5 дня. Беспроводные наушники подключаются к часам быстро и просто, но вот вывод музыки при большом обилии Wi-Fi сетей вокруг может идти с обрывами, что в принципе неудивительно. На Bluetooth модуле, я считаю, производитель довольно сильно сэкономил. Здесь стоит Bluetooth версии 4.2. Заряжаются часы полностью за 1,5 часа. Весят 49 грамм без ремешка, диаметр 36 мм, толщина довольно приличная, 13,7 мм. И визуально они довольно пузатые, но несмотря на это спать в них удобно. Сон считает корректно, довольно быстро работают карты, но нам с вами для этого нужен Wi-Fi. Watchface'ов пока довольно мало, хотя я уверен, что скоро появятся новые в большом количестве. Десятое. Цена. И как говорят, самое интересное я оставил на потом. Цена довольно серьезная, а именно 9200 рублей, что около $140. И это китайская версия без функции отслеживания ЭКГ. В описании к видео я оставлю ссылку на покупку. Если появится приложение на Алиэкспрессе, ссылку заменю. Это ссылка на JD, я там и покупал, оттуда мне часы и прислали. И на момент издания ролика больше нигде я в продаже их не видел. Резюмирую я сегодня тем, что это настоящие умные часы, в которых можно будет копаться еще не один месяц. Устанавливать на них игрушки, смотреть на них фильмы. Уверен, что кто-то добавит браузеры, самые бесстрашные пользователи будут в них ползать в интернете. Первую версию этих часов, о которых я рассказывал вам в своем обзоре, до сих пор носит моя супруга. И также используют как GPS-трекер на пробежках. Но у нее аргумент в их пользу простой, они красивые. Модель Nexa на данный момент недопиленный и доделают ее полностью еще не скоро. Но факт остается фактом. GPS хороший, часы шустрые, экран яркий, пульсомер до 160 при моих сравнениях с результатами тонометра, пульс считает верно. Толщина у них космос, ремешки нужно еще поискать. Стоковый приятный, но выглядит позорно. Про ЭКГ говорить еще рано. Еще не скоро мы сможем его протестировать. Цена для данных характеристик абсолютно адекватна, но хотелось бы еще дешевле. Что еще можно посмотреть у Amazfit'ов, можете посмотреть на канале. Экран у часиков виден под любым углом. Со 175 градусами производитель не обманул. В целом часы гикам рекомендую. Будет чем заниматься. Если просто побегать, тогда лучше Amazfit Bip, Amazfit GTR или Amazfit Stratos купить. Кто не подписан, подписываемся, ставим лайк, оставляем любой комментарий, автоматически участвуем в розыгрыше Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition, который проходит на канале каждые 2 недели. Сейчас, кстати, можно выиграть еще умные часы Amazfit Bip. Полные условия в описании к видео, на что еще сделать обзор, пишем в комментариях. Не забываем ставить лайк, если видео понравилось. Мата на канале нет, минимум 3 обзора в неделю и 1 стрим вам обеспечен. Добавляйтесь во все социальные сети, буду всем очень рад, отвечу всем. В сохраненных видео есть стрим сравнения Amazfit GTR и
Amazfit Nexa. Кому интересно эти девайсы рассмотреть поближе, посмотрите его. Следующий обзор будет обзор сравнения умных часов Amazfit GTR и Amazfit Stratos. Девайсу да или нет, польза даст ответ. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.